Всем большой привет, дорогие зрители моего канала и все, кто зашел ко мне в гости. С вами Анжелика. Сегодняшнее видео я хочу посвятить тому, что покажу вам все свои продвижения по процессам, которые у меня были в мае. Да, девочки, не успели глазом моргнуть, у нас уже лето на дворе. И я покажу полный объем, который я занималась последний весенний месяц. Наборов было много. Вышивала, я вам скажу сразу, на каждом понемножку. У меня так какое-то вот настроение появилось. Я даже не знаю, что у меня будет в процессе на сегодняшний день. И как человек настроения, я могу 2-3 дня посидеть на одном процессе, потом переключаюсь на другой. Ну, в общем, фигара тут, фигара там. И мне тоже интересно будет с вами понаблюдать, что же из этого вышло. Итак, первый мой процесс перед вами лежит. Это Joy Sunday, итальянский полдень, если я не ошибаюсь, сюжет от фирмы Мережка. А это реплика, называется Garden Villa. Ну, это не важно уже, как это называется. Вот. Что я вам скажу по этому сюжету? Я каждый день, когда его беру, сейчас вам сразу же и покажу. Каждый день, вот такой у меня ковер с обратной стороны. Каждый день, когда я беру его в руки, мне все время кажется, что я его закончу здесь и сейчас непременно. Вот у меня такая вот иллюзия обмана. Я вот смотрю на него, мне кажется, что ну сколько здесь села, начала туда-сюда и все, и финиш. А нет, не тут-то было, девочки. Вы посмотрите, сколько еще не зашитых участков. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. Цветов в этом наборе много, 60 с чем-то цветов. Вот. И в итоге я еще, наверное, с ним, так недельку точно посижу. Хоть мне кажется, что это все будет очень-очень быстро, но нет. Хотя так вот смотришь, уже совсем осталось немножко. Ну, в общем, я прямо вся в предвкушении, что у меня вот будет финиш. Случится финиш. Финиш не за горами. Конечно, теперь, когда опять появится настроение, я обязательно возьмусь за этот сюжет. И вот такая вот красота. И мне это уже очень все нравится. Он такой плотненький. Прям так берешь, чувствуется. Ну, красивый сюжет. Правда ведь? Даже несмотря на то, что это реплика, все равно это будет великолепно. Ну, когда, конечно, будет работа выполнена на все 100%. Но я вам должна ее показать, потому что с ней я все-таки сидела. Время на нее я тратила свое. И вот что получилось. Я, конечно, вставлю видео и с тем, как было. Но я вам скажу, начинаю я с большим энтузиазмом. У меня работа летит до 50%. А потом, когда уже я дохожу до середины, немножко пыл меня ослабевает. И мы посмотрим, насколько оно у меня продвинулось. Ну, на этом сюжете мы долго останавливаться не будем. Все, что касается его, я вам рассказала. И пойдемте дальше. А следующий сюжет, это будет вот такой. Это будут розы от французских вышивальщиц. И это тоже реплика. Вот. И, кстати, в этом сюжете я тоже вижу уже финиш. Ну, к финишу тоже еще надо поработать, но вот он у меня сейчас так прям идет с таким настроением. Вышивается песня. Вышивается легко, и каждый цвет, он хватается друг за друга. Видите, вот так вот пошла, и каждый лепесток наматывается, вот оно все вокруг одним цветом. Я вышиваю одной ниточкой, пока не закончу, беру потом другую, одной иголочкой. Вот такая вот красота у меня получается. Вот посмотрите, что у меня уже в итоге есть. Прошу прощения за такую помятую канвушку, но она такая плотненькая.
И все на ней, конечно, остается. Но это процесс. И вот последние пару дней я с ней посидела, повышивала. Вот что в итоге получается. Нравится она очень. Сама эта работа мне очень-очень нравится. Вот такая вот игра красок. Ничего здесь сложного. Цвета все логично ложатся, никаких одиночек. Ниточку заправил, до конца ее вышил. И вот такая вот прелесть получается. Вот смотрите, я прям на нее любуюсь. Вот уже вышила я листик. Вот этот, конечно, я в нем немножко налажала. А что я здесь ошиблась? Вот эти вот прожилочки темным цветом должны были вышиваться в одну ниточку. Но я же по своей невнимательности, то ли тороплюсь куда-то, то ли я не знаю. Я не обратила внимания, что в одну ниточку я вышила в две, а потом прозрела, когда уже там начала вышивать, и полукресты здесь присутствуют, и крестики в одну ниточку. Ну, мне уже, честно говоря, я не хочу распускать, уже оставлю как есть. Для меня нет ничего хуже, чем распускать. Ну, я думаю, здесь это все не критично. Это моя личная работа. Я ее никому не собираюсь не презентовать. Вышиваю только для себя. И пускай это будет так. Я посмотрю, как это все будет смотреться в общем. Вот такая вот прелестные розы. Сейчас время уже, розы скоро расцветут. У меня еще нету, еще все в бутонах стоят, а уже так хочется. Но все розы у меня на конве. Вот такая вот красотища получается. Девочки, тут вышивать еще совсем-совсем немножко. Все по кругу, по чуть-чуть. Вот, вы посмотрите, все эти веточки незначительные. Я думаю, еще дня 3-4. Так, без напряга. Вечерком посидеть. И у меня будет второй финиш. Это я вам показываю то, что я уже хочу с этим закончить. Все это у меня, скорее всего, пойдет в подушку. Я не буду этот сюжет вставлять однозначно в рамку. Это я уже так для себя решила. У меня еще про запас лежат несколько сюжетов цветочных, которые из них я поделаю наволочки на подушку. Вот такая вот будет чудесная работа. Нравится? Обалдеть, как нравится. И третий сюжет, с которым я тоже хочу финишировать. Конечно, это говорю, хочу финишировать поскорее, хотя здесь еще вышивать и вышивать. Но работа мне очень нравится. И вышивается она очень легко. И, ну, песня. Я на ней отдыхаю. И я так предчувствую, что все-таки летом, не обещаю, что в июне, но может быть в июле, хотелось бы мне ее закончить. Вот это вот розы Даны. Ой, красивая она. Она уже начинает приобретать свой истинный вид. Листья, это все акварельное. Тоже, когда я ее беру в работу, не могу от нее оторваться. Вышивать. Посмотрите, сколько у меня уже вышито. Хотя здесь еще половины даже нету отшитого. Но, как я говорю, она мне вышивается очень легко. И я даже себя, останавливаю. 2-3 денечка посижу с ней, а потом переключаюсь на другое. Я растягиваю в удовольствие. Но нравится. Здесь такая четкая, такие четкие границы по цветам. Ложится все прекрасно. И получается вот эта акварельность. Мне очень нравится сам результат. Вышивается. Нету никаких одиночек таких вот тык-тык-тык там, как вот в итальянском полдне я вам показала. Вот поближе мои крестики. Я вот тут немножко уже начала делать бэк. Вот мои розы Даны.
Очень мне нравится. Я слежу за отшивом на канале Cross Stitch with Люда. Она вышивает. Ну, обалденный. У нее, конечно, нежнее, оригинал. У меня, может, немножко это смотрится цвета поярче, поагрессивнее, что ли. Но мне все равно нравится, не меньше. Даже вот я люблю такое вот, эти листья. Ну, все мне очень нравится. Даже протяжка ниток со скрипом, которая идет. Здесь же все плотная канва, ниточки поскрипывают. Сам процесс, это тоже мне приносит удовольствие. Ну, красиво же, уже вырисовывается. Ну, по этому процессу я ничего не могу сказать. Я только говорю, что это одно сплошное удовольствие. Отдыхалочка. И вся эта прорисовка, вот я уже перешла на сладенькое, розы, то, что мне хотелось их вышивать. Вот, и я уже вышиваю. Ну, классный сюжет. И я его непременно буду продвигать. И беру я его намного чаще, так сказать, в руки, в ротацию, чем остальные. И я думаю, этим летом у меня будет финиш с этим процессом однозначно. Мне бы этого очень хотелось. Вот такая вот изнаночка у меня получается. И вот такой вот будет третий финиш. Это я так сразу вам уже как бы забегая наперед и рассказываю о планах, что бы я хотела закончить. Вот. Ну а если что-то закончу, то, конечно, у меня обязательно что-то появится новенькое. Тоже, конечно, очень хочется что-нибудь и начать. Так, следующий сюжет, с которым я работала, это уголок России от фирмы Золотое Руно. Вот то, что должно быть у меня в результате. И что же я навышивала? А навышивала я вот столечко. Еще даже не закончила один лист. Хотя там осталось совсем немножко до конца. Тут осталось, по-моему, еще 1, 2, 3 кубика. Что-то вот так вот. И я так смотрю, какие большие остаются поля. Вот сколько остается поля у меня. Я уже 150 раз пересчитывала, что-то меня смущает, что так много на конве остается поля. Но нет, все как-то так вот и получается. Вот, еще раз покажу вам. Этот процесс мне тоже приносит море удовольствия. Вышиваю, девочки, его, я вам сразу скажу, на руках. Никаких пялец. Канва у меня уже мягенькая от того, что я ее поразминала туда-сюда, обратно. Вот получаются такие у меня крестики. Конечно, может быть, не супер идеальные. Ну, я к такому, чтобы супер идеальному и не стремлюсь. Именно сам процесс мне нравится. Я вышиваю сразу в 2 прокола. И как все это идет. Здесь тоже ниточка заправляется и вперед. И я ее вышиваю до конца. И вот, что уже получается. Еще немножко, и у меня будет уже один лист отшит. Еще капельку. Вот я так сидела, вышивала. А тут вверху вообще зашивается полностью одним цветом небо. И как-то вот я вышивала, потом что-то раз переключилась на следующий процесс, и все. И, естественно, этот у меня отложился. Ну, вы сравните, сколько было. И я решила вспомнить свои былые времена, когда я это вообще все начинала вышивать на руках. И вышивала все на руках прекрасно, в 2 прокола. Мне нравится то, что 2 прокола и очень быстро. Сколько у меня теперь на данный момент получилось. Ну, все равно я вижу, результат есть. И я рада, что я его наконец-то взяла. Он у меня очень долго лежал в запасах. Лет 10 лежал. А так он все равно потихоньку, помаленьку, но он двигается. И это меня радует. И мне очень нравится. Золотое руно – это сказка. Вышивать я люблю золотое руно.
И вообще все у меня начиналось именно с золотого руна. И что я могу сказать? Мне все нравится. И нитки, и канва, и схема прекрасная. Ну и получится вот такая вот шикарная березовая роща. Летний пейзаж. Вот уже у меня видно. С середины я пошла. Вот эти вот веточки. Ну вот такая вот красота. Так, это уголок России. Поехали дальше. С чем я еще работала? А работала я еще над своей девушкой, азиаткой от фирмы Ланарте. Вот такая вот красавица у меня должна быть в итоге. Процесс затягивает, она легкая. И оторваться от нее тоже невозможно. У нее даже вот есть такие бусинки, я уже попришивала, где мои ножнички, потому что я всегда люблю показывать пальцем. Вот они на сережечках, эти бусинки. Уже попробовала, пришила. Ну, и что у меня она вышивалась? Она вышивалась, вот она. Уже я вижу ее личико. Моя красавица. Вышиваю я ее, конечно, тоже удовольствие. Море, девочки. Я беру все свои слова обратно, которые говорила еще в апрельских стартах, когда я начинала, что мне там что-то канва не нравится, что-то где-то куда-то уезжает, все мягенькое, нежное. Но нет. Я к ней, конечно, приноровилась. И работа вообще как по маслу идет, очень классно. Я бы ее и закончила волосы, но вот все время меня что-то вот тянет то направо, то налево пойти в эти пионы. Мне хочется, естественно, розовых этих цветов, этих бабочек. И я так себя прямо сдерживаю. Говорю, нет, себе никуда ты не уходи, все, надо закончить уже с волосами, лицо завершить, закончить и потом переходить уже дальше, потому что, что ж это я пробелы пооставляла. Конечно, здесь уже осталось мне дошить, ну, с закрытыми глазами. Одним или двумя цветами затушевать, вот, и все. И потом я перейду к празднику цветов, к нежно-розовым, сиреневым, розовым. Ну, классная. Классная. Я уже вижу ее милое личико. Еще не закончила его вышивать толком, но уже прорисовывается. Ну, тоже я посвятила на нее немного времени, 2-3 дня, не больше. И раз, и переключилась на следующее. Ну, я так двигаю потихоньку. Там. Поэтому у меня в процессе и есть 10 или даже не знаю сколько сюжетов. И поэтому я же говорю, я не знаю, сегодня вышиваю дно, а что у меня будет завтра, я не знаю. Вот какое настроение, зато я и берусь. Еще раз покажу вам мою девушку, азиатку. Вот такая вот великолепная красавица. Нравится мне, конечно, все. Очень-очень нравится. И последний сюжет, с которым я работала. Сейчас вам покажу. Это сюжет вот такой вот сэмплер. Времена года. Оригинальный производитель фирма Sunset. Вот такая вот красота, что получается очень красивая. Здесь 18 каунт. Бэкстич, конечно, преображает картину. Ну, в общем, тоже удовольствие, море от этой простой примитивной вышивки. Люблю я примитивы. И что же я вышила? А вышила я вот... У меня было уже отшито лето, и отшила я весну. Сюжет с весной.
Тоже скажу вам, сюжет очень приятный. Вышивать здесь, смотришь, ну что, чуть-чуть там повышивал, там чуть-чуть, уже целый сюжет нарисовался. На верхнюю часть, на весну, я потратила дней 5, наверное, я с ней помурыжилась. Оно, казалось бы, вроде бы и маленький, такой легкий процесс, но все-таки надо учитывать, здесь 18 каунт, и крестики очень-очень мелкие. Я вышиваю 18 каунт и на других процессах, там где вот у меня золотое руно, например, уголок России, там тоже 18 каунт. Но мне кажется, почему-то здесь еще мельче. Вот как-то по ощущениям здесь крестик помельче. То ли канва поплотнее, я не знаю. Вот. Ну, я не жалуюсь, процесс мне очень понравился. И я же говорю, здесь совсем немножко сел, повышивал, а уже мы видим, и солнце у нас всходит, и цветочки стоят в вазоне, и поливалочка, и целый лес, даже вот дорога куда-то вдаль уходит, и птицы летят, ну, в общем, целая уже сюжетная линия раскрывается. Очень приятный процесс тоже. Попробовала уже обрамление, рамочку вышивать, ну, очень легко, конечно, припеваючи вышивается. Я думаю, результат получится потрясающий. Она такая живая картина, живая и такая настроенческая, поднимает настроение. Классный будет сэмплер. Я не жалею, конечно. Ну, покупаю, естественно, то, что нравится, и это все обдумывается. Ну, стоит, не стоит, потому что купить, конечно, под впечатлением можно всякого, что надо, что не надо. Это надо, конечно, все хорошо обдумать, что действительно это нужно. И вот получается такой вот сэмплер. Класс. Вот, посмотрите, полюбуйтесь. Я, конечно, когда за ним соскучусь, пройдет время, я возьмусь за сюжет с осенью. Наверное, даже и летом вполне возможно его отошью. Ну, это все будет зависеть от настроения. А может, меня потянет вообще совершенно на другие сюжеты. Но следующим этапом я, конечно, хочу закончить вот эту рамочку на этой части. И надпись. Надпись вот Natural. Вот это вот все, Every Season, все это я, конечно, хочу написать, все это сверху, в общем, сверху, чтобы закончить работу и пойти вниз. Вот будет у меня такая осень, видите, корзина с овощами, тыквы, листочки, колосочки, ну, в общем, красота. Классный сюжет. И это был мой последний сюжет, с которым я работала в мае месяце. Вот, отчиталась я вам за всю мою проделанную работу. Ну, вышилась по чуть-чуть, но продвинула много процессов. Мне это, конечно, нравится. Нигде я долго не зацикливаюсь. И вышиваю, и кайфую, и получаю удовольствие. И я же говорю уже в предвкушении, что у меня уже будет сразу, может, даже и не один финиш, а несколько. Ах, как бы хотелось уже финишей, чтобы начать что-нибудь новенькое, и мне уже кипит. Ну, себя бью по рукам. Хочу сначала все-таки что-то закончить, а не так, что поначинать. Поначинать я, конечно, многое могу. Желаю вам прекрасного настроения, крепкого здоровья, вдохновения. Вышивайте и кайфуйте вместе со мной. Не забывайте подписываться на мой канал. Спасибо всем огромное, кто это уже сделал. И все, кто пишет мне комментарии, я вам очень благодарна. И мне очень-очень приятно видеть обратную связь. И подписывайтесь обязательно с колокольчиком. Ставьте лайки. И до новых встреч. И всего вам хорошего.